Привет, это Юлия Навальная. Я держу в руках последнее письмо, которое получил от Алексея. Даже не письмо, а записку, которую он продиктовал адвокатам, а коллеги из ФБК потом распечатали для меня. Это поздравление с Днем Святого Валентина. Алексей попросил подарить мне от него вот эти вот книги и написал: «Юля, я тебя очень люблю. Мы с тобой две половинки, и нас много объединяет. В первую очередь, конечно же, то, что мы оба любим пожрать. Дарю тебе одну из самых популярных кулинарных книг. Готовь, пробуй, пиши мне о впечатлениях». Этот подарок вместе с запиской я получила 15 февраля. В тот день я только прилетела в Мюнхен. 16 февраля Алексей был мертв. Как вам кажется, похожа эта записка на прощальное письмо умирающего человека? Не думаю. Да и вы сами видели эти кадры. Алексей шутит и улыбается во время суда. Это 15 февраля. Когда суд закончился, запись продолжает идти. И на ней видно, как он разговаривает по видеосвязи со своим адвокатом. Говорит, что у него болит нога. И что вроде бы завтра в колонию должен приехать невролог осмотреть его. А во сколько у тебя сегодня будет невропатолог или завтра? Не знаю, сегодня сейчас лаконически, я все попал в 100 тысяч рублей. Я спросил начальника, он сказал, да, может приехать уже, если не сегодня, потому что не поздно завтра. Многие из вас, наверное, помнят, что с первого же дня в тюрьме Алексею не оказывали нормальную медицинскую помощь. У него болела спина, но ему в лучшем случае давали таблетку ибупрофена. Через 2 месяца после ареста в марте 2021 года Алексей объявил голодовку. Он голодал 24 дня, требуя, чтобы к нему допустили врачей. Если вы читали его книгу «Патриот», то читали его дневники этого периода. Вы знаете, насколько плохо ему было. Боль спины передавалась в ногу, отчего та стала отниматься. При этом сокамерники ходили за Алексеем по пятам. Ему подкладывали в карманы бушлата конфеты. И пока он голодал, демонстративно жарили курицу на отрядной кухне. Благодаря вашей поддержке, благодаря людям, которые вышли тогда на митинг, и мировому сообществу, которое публично призвало допустить к Алексею врачей, это удалось. Но дальше новая колония, более строгие условия содержания, ШИЗО одно за другим. Каждый раз самую простую медицинскую помощь приходилось выцарапывать. Ему не говорили собственного диагноза, не говорили, какие таблетки ему дают и уколы делают. Когда Алексей потребовал выдать его собственную медкарту, ему издевательски дали копию, отпечатанную так плохо, что на ней ничего нельзя было разглядеть. В ШИЗО его отправляли все чаще и чаще. 6 квадратных метров. Никаких личных вещей, кроме зубной щетки и кружки. Я покажу вам сегодня то самое ШИЗО. Именно ту самую камеру, где и произошло убийство. Связь с Алексеем становилась все слабее. Свидания с родственниками Алексею не давали. Специально накануне этих свиданий отправляли в штрафной изолятор. Штрафникам свидания не положено. И оно просто сгорало. Звонков ему тоже не давали. За все время в тюрьме он позвонил всего несколько раз, да и то почти ничего нельзя было разобрать. Усложнили и свидания с адвокатами, забив щель, через которую они обменивались документами. Потом стали давать ручку и бумагу на полчаса в день. Потом вовсе перестали отдавать письма. Большинство из них, те, что писали мы, и те, что писал он, изымались. Доходили какие-то обрывки, а потом Алексея перевели в Харп. Колонию недалеко от Салехарда, за полярным кругом. Эта тюрьма построена в бывших зданиях ГУЛАГа. Туда же просто физически адвокатам было не просто попасть. Там не работали онлайн-сервисы ФСИН-письмо и Зона Телеком. А обычные бумажные письма шли по несколько недель. Только их Алексею все равно не давали. Так они готовились. Путин не мог позволить оставить Алексея в живых. После того, как Алексей посмеялся над ним, выжил после отравления новичком и рассказал всему миру, кто и как его отравил, позвонил своим убийцам, вернулся в Россию, не струсил, не замолчал, не сдался. Перевод в Харп готовился давно. Глава ФСИН, генерал-полковник Гостев, ездил туда еще в апреле 2023 года, а потом позже, с секретным визитом в декабре 2023 года, когда туда этапировали и Алексея. Чем его так привлекала эта далекая, закрытая, со строжайшими условиями колония? Возможно, тем, что никто и ничто там не помешает довести дело до конца. А кому он нужен-то?
Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Они и убили. У меня в руках показания сотрудников ИК «Харп», 5 человек. Мы их раньше никогда не показывали. Все они рассказывают, что происходило с Алексеем после перевода в эту колонию. И конкретно 16 февраля. Вы и без меня знаете, полицейским верить нельзя. И даже между этими показаниями есть несоответствие. Однако они дают приблизительную картину того, что тогда случилось. И я сейчас об этом вам расскажу. Почти все опрошенные утверждают, что Алексей жаловался на боль в ноге. 3 февраля из-за этих жалоб его отвели в медицинский кабинет, где ему померили давление и температуру. И на этом все. Проводили обратно в камеру 19. Алексей попросил, чтобы его осмотрел невропатолог. Сам он потом писал в одном из писем, что врачей в ИК-3, судя по всему, нет вообще никаких, и что кабинет бутафорский, как будто сделанный специально под него. Фельдшер смотрит на все удивленно и не знает, где что лежит. 14 февраля Алексея перевели из камеры 19 в камеру 16. Это штрафной изолятор. Там потом ему и станет плохо. 16 февраля утром Алексей снова пожаловался на боль в ноге. Об этом говорит младший инспектор группы безопасности ЕПКТ Александр Белич, старший инспектор группы безопасности Антон Немцев и начальник ЕПКТ Михаил Арестов. А вот начальник медсанчасти колонии Алексей Лисюк говорит, что никаких жалоб на здоровье от Алексея не поступало. Примерно в 11:30 по камерам стали разносить обед. В 12 обед закончился, тарелку забрали. В 12:10 Алексея вывели на прогулку. Вот этот двор, в котором Алексей гулял. Такая же камера, только вместо крыши решетка. Как вы помните, Алексея все время держали в изоляции, поэтому и на прогулках он был один. Дальше старший инспектор группы безопасности Немцев говорит, что во время прогулки Алексей постучал в дверь, сказал, что ему плохо. Когда дверь прогулочного двора открыли, он сидел на корточках и повторил, что ему плохо. Но его даже в медсанчасть не повели, просто завели обратно в камеру номер 16. Алексей лег на пол, потянул колени к животу и стал стонать от боли. Сказал, что у него жжет в груди и животе, потом его начало рвать. В показаниях Немцева сказано, что Алексея били судороги. Он тяжело дышал, кашлял и стонал. Тюремщики бросили Алексея в камере одного. Белич закрыл сначала решетку и через нее наблюдал за агонией Алексея, а потом еще и внешнюю сплошную дверь. После этого в ЕПКТ вернулся начальник медсанчасти Алексей Лисюк. Он ходил домой обедать. В его показаниях тоже отмечено, что у Алексея были судороги лица и верхних конечностей. Алексея вытащили из камеры. Пока его несли по коридору, он начал хрипеть. В медицинском кабинете его положили на кушетку. К этому моменту Алексей уже был без сознания. В 13:25, спустя больше чем 40 минут после того, как Алексею стало плохо, вызвали скорую. Когда Лисюк стал проводить Алексею кардиограмму, она уже показывала единичные сердечные колебания. Прибывшая через 10 минут скорая попыталась реанимировать Алексея, но безуспешно. В 14 часов 17 минут кардиограмма перестала показывать сердечную деятельность. В 14:23 реанимационные мероприятия прекратились. Как указано в показаниях заместителя начальника медсанчасти Руслана Цоя, скорая помощь поставила предварительный диагноз – судорожный синдром, синдром внезапной смерти. Важная информация, в которой мы убеждаемся, читая показания очевидцев. Судороги. Судороги могут оказывать на отравление. В выписке из судмедэкспертизы про судороги не сказано. Но там есть упоминание кровопотеков на локтях и коленях Алексея, полученных за 30-40 минут до смерти. И тогда же произошедшее кровоизлияние в области темени. Алексей в судорогах бился о пол. Вот откуда, по всей видимости, эти следы. А теперь скажу про отсутствие доказательства, которое ясно говорит о случившемся. Камеры. Записи с камер. Вы знаете, что каждый шаг Алексея на протяжении этих 3,5 лет постоянно снимали на видео. С нескольких камер. Когда он спал, когда он шел в туалет, когда он был на прогулке, когда он встречался с адвокатами. Постоянно. Но записей последнего дня его жизни как будто бы не существует. Но у нас есть фотографии. Я их вам сейчас покажу впервые.
Это та самая камера номер 16, в которой умирал Алексей, в которой ему было плохо, в которой его рвало, в которой он лежал на полу и стонал от боли, в которой он бился в судорогах, пока старший прапорщик Александр Белич запирал сначала решетку, а потом и дверь и убегал, чтобы не видеть того, что внутри происходит. А видеозаписей нет. Сейчас на экранах вы видите план ЕПКТ, того самого блока, где содержался Алексей. Вот его камера номер 16. А вот эти значки, видите, с буквой В, это видеокамеры. На этой схеме их 63 штуки. И записи нет ни с одной из них. Кремль давно уже показал бы эти видеозаписи, если бы хотел, чтобы все увидели, что они не врут. Вот Навальный гуляет, вот ему становится плохо, реанимируют, но не получается спасти. Видимо, на этих записях есть что-то такое, что совсем никак не бьется с официальной версией, иначе бы их крутили бы на повторе по всем каналам центрального телевидения. Но нет. Вы скажете мне: Юля, ты рассказываешь жуткие и шокирующие вещи, но прямых доказательств у тебя все-таки нет. И вы будете правы. Ну, почти. 1,5 года назад я обещала вам, что мы сделаем все, чтобы расследовать убийство Алексея. И мы делаем все по крупицам, мы собираем любую информацию. Здесь что-то выцарапали у следователя. Там нашли несоответствие в медицинских документах. Тут нам прислали и сказали что-то источники. Мы перепроверили, подтвердили и начали искать новую информацию, опираясь уже на это. Не буду скрывать, все идет очень тяжело, но мы не сидим сложа руки. Но есть главное, что нам удалось. Еще в феврале 2024 года мы смогли получить и надежным способом переправить за границу образцы биологических материалов Алексея. Лаборатории, по крайней мере, 2 стран, независимо друг от друга, провели исследование этих образцов. Лаборатории 2 стран пришли к выводу: Алексей был убит, а именно отравлен. А что дальше? Я не знаю. Гражданин России, убит на территории России. Вся доказательная база тоже находится там. Никаких юридических оснований возбуждать и вести уголовное дело у западных стран нет. А еще есть политические соображения. Нет, не так. Политические соображения. С большой буквы. Ну, вы понимаете, когда серьезные люди в строгих костюмах так специально закатывают глаза и говорят: но вы же должны понимать. Понимать, что кому-то всегда выгодно о чем-то с кем-то договориться. И не хочется, чтобы неудобная правда вылезла в неподходящий момент. Понимать, что сейчас не время, надо еще подождать. Всегда находится куча причин, почему надо отложить на следующий день. Потом опять на следующий. И так тянется месяцами. И вообще, вам все это знать не положено. Вы, конечно, жена, но уголовного дела нет. Процессуального статуса у вас нет. Юридических оснований передавать вам документы тоже нет. А у меня есть не юридические, а моральные основания. Алексей был моим мужем и другом, и самым близким человеком, и символом надежды на лучшее будущее для нашей страны. И я знаю, что для вас он был таким символом. И близким человеком он был для миллионов людей в России. Многие тысячи писали мне, выплескивали свою боль, делились горем или словами поддержки, потому что Путин убил их надежду, нашу надежду. Вы имеете право знать, как он это сделал. Поэтому я и записываю это видео. Поэтому я отказываюсь прислушиваться к политическим соображениям. Я не буду молчать. Я утверждаю, что Владимир Путин виновен в убийстве моего мужа Алексея Навального. Я обвиняю российские спецслужбы в разработке запрещенного химического и биологического оружия. Я требую от лабораторий, проводивших исследования, опубликовать результаты. Перестаньте заигрывать с Путиным из-за каких-то высших соображений. Вы не сможете его задобрить. Пока вы молчите, он не останавливается. Возможно, именно сейчас, сегодня, кто-то еще умирает от яда, которым его приказал отравить Путин. Не только в России. И по всему миру мы уже видели такие примеры. Я обращаюсь к журналистам. Требуйте ответов вместе со мной. Я знаю, что некоторые из вас уже знают о том, что такие исследования существуют. И мне уже поступают запросы от СМИ. Что ж, считайте это моим комментарием. Единственный способ
Противостоять Путину – это вести себя смело и открыто. Я требую, чтобы результаты исследований того, чем именно был отравлен мой муж Алексей Навальный, были раскрыты. Я требую это для себя, для наших детей, для родителей Алексея, для наших сторонников в России и для всех людей во всем мире, которые борются за свободу, за правду. Мы все заслуживаем ее знать.